Друзья, всем привет! Вы на канале Custom Truck. С нами сегодня Миша. Мы продолжаем ремонт нашего 157-го. В прошлой серии мы его разобрали, подготовили к тому, чтобы уже зачищать. А в этой серии мы займемся зачисткой и подготовкой к покраске этой машины. Работы предстоит очень много. Погода портится, меняется, поэтому принято решение перетащить наш зилок в бокс, чтобы там безопасно его уже готовить к покраске. Чем мы сейчас и займемся. Мишаня устанавливает руль. Куда-то собрался ехать, но мне кажется, без помощи Урала мы не обойдемся. Так что запускаем Урал и перетягиваем зилка в гараж. Миша, ты готов? Почти готов. Всегда готов, нужно отвечать. Зажимай гайку, и все будет четко. Кстати, для тех, кому интересно, решил все-таки вот поснимать здесь, как устроена система рычагов. Значит, смотрите, сцепление у нас полностью механическое. Вот педаль сцепления. Вот так она нажимается, и вот здесь вал идет, который нажимает вилку. Механика просто и надежно. Это педаль тормоза. Нажимаешь на тормоз. Вытягивается вал из крана тормозного, и воздух пошел на тормозные камеры. Следующий рычаг вот здесь, который тоже идет к крану, это ручник. Ну вот он тоже идет привод не только на барабан, но и на тормозной кран. Обратите внимание, вот они параллельны. Рычаг переключения передач, он напрямую входит в коробку. И вот так вот переключает передачи. Следующий рычаг, это у нас повышенное, пониженное, рискну предположить, да? А это передний мост. Включен, выключен. Причем здесь стоит система, которая не позволяет ехать на пониженный без переднего моста. Вот из-за этого болта. Если включаешь пониженную, то по-любому включается передний мост. Передний мост здесь включается вот прямо на хвостовике, который выходит на передний кардан. Вот, ну а повышенное, пониженное уже включается здесь на самой раздатке. Еще один рычаг, это лебедка. Включена, выключена. Вот нейтральное положение. Включена в одну сторону, включена в другую сторону. Все предельно просто, надежно. Все на тягах, на рычагах. Никакой электрики, пневматики. Механика сплошная. В том числе и руль, который сейчас Миша испытает, когда мы будем перетягивать нашего зилка.
После покраски кабины всю промазал пуш-салом. Все эти основные места, где она обычно гниет, у нас она просто, нам повезло, ну, в идеальном состоянии. Все везде родное абсолютно и очень красиво выглядит. Передний щит моторный тоже обалденный. Все это нужно расклеить будет нам. И будет красота, он будет выглядеть как будто новый. Вот такая вот система у нас. Видите, вот так расклеиваю. И не видно даже, что красилось все здесь. Вот такая красота. Работа движется. Проделано уже достаточно много работы. Зачищена задняя часть. Сразу же обработана цинкарем. Вот в таком она виде предстает перед нами. Огромное спасибо Мишане. Миша помогает нам. Завтра он, к сожалению, уже уезжает обратно домой в Краснодар. Я думаю, пишите в комментариях. Мише огромное спасибо. Очень-очень огромная благодарность от канала Custom Truck. Он нам реально помог. Вот, сейчас мы продолжим зачищать. У нас еще стрёмная вот эта поперечная траверса. То есть, допустим, если здесь уже задняя часть, внутренняя часть где-то рамы уже, ну, так, более-менее относительно красивая. Здесь еще внутренняя часть рамы тоже нужно доделать. По чуть-чуть, потихоньку, с перебежками, я думаю, добьем это все дело. Ужас. Многие из вас начнут писать: Дима, почему не обработал пескоструем? У нас в городе вообще нету людей, которые занимаются такими вещами. В соседний город я тоже звонил, но у них очередь 2 недели. То есть 10 дней-2 недели. Ну, столько ждать нету смысла.
Свой пескоструй, к сожалению, тоже мы не можем пока что сделать. Это нужен мощный компьютер. Это нужен мощный компрессор. Это нужен всегда хороший песок, качественный, сухой. Но у нас даже климатические условия такие стрёмные. Есть еще возможность там дробью это все дело делать. Но для наших объемов работ маленький пескоструй не подойдет. Только большой. Поэтому, как всегда, проблема. И занимаемся своими силами. Что ты думаешь, Миша? Я думаю, все будет хорошо. Мне тоже так кажется. Друзья, очередной день нашей работы. Не могу с вами не поделиться результатом. Вот так выглядит сейчас ЗИЛ. Очень преобразился он. Как работаем? Цинкарь. После обработки появляется вот такая вот, как грунтовка. Немножко ее счищаем щеткой. Здесь мы с Мишей уже вчера проходили, поэтому здесь немного вот этой именно грунтовочки. Вот. И когда счищаешь эту грунтовку, то уже чистый металл виден. Вот он. В местах, где была ржавчина. То есть эта штука работает. Да, она не настолько эффективна, как пескоструй, но штука эта работает. Там лежит обработанный пассажирский бак, здесь водительский. Вот, они тоже красиво выглядят. Следующее, что нам нужно очень активно обработать от ржавчины, это диски. Диски тоже ржавые, и их нужно зачистить. Сейчас этим займемся, пока стоит погода. Мы можем их очистить, нанести цинкарь и оставить их, отложить уже тоже, чтобы они обрабатывались, чтобы они тоже были красивые. Сейчас занимаемся дисками.
Друзья, решил все-таки я смыть цинкарь, поскольку поверхность все-таки немножко жирноватая. Ну, так гласит инструкция, во всяком случае, где-то написано, где-то не написано. Пересмотрел тучу роликов, но нету точного решения этой проблемы. Но хочу сказать вам следующее. После смытия появился вот такой, опять-таки, грунтовой какой-то состав такой непонятный, как бы пленка дополнительная такая, беленькая. Посмотрим, что с этого выйдет, но после этого я хочу обязательно прогрунтовать еще именно те места, где была ржавчина, не то, что там сплошняком здесь загрунтовывать, а именно где была ржавчина, где я вижу металл проявился, вот эти места планирую загрунтовать. Ну а пока что продолжаем, колесики зачищаем, болгарка остывает, работаем. Выровнял бампер, но, к сожалению, сгорела наша венгерка. Вот, как видите, чуть-чуть не дочистил, но ничего страшного. Наверное, проблема со щетками, поменяем, надеюсь. Кстати, рама Зила превратилась из черной в белую после того, как смыл. В общем, что-то происходит здесь странное. На этом все, друзья. Спасибо, что были с нами. Чтобы оставаться с нами, обязательно подписывайтесь. Вам только хороших людей на жизненном пути. Всех благ и всего самого-самого наилучшего. Всем пока.